Om Namah Shambhavaya Mayo Bhavaya Namah Shankaraya Naskaraya Namah Shivaya Shivataraya Om Namo Namah. Радж Капур Филмс представляет Наргиз, Радж Капур, Виджай Лакшми и Пран в фильме «Дыхание любви». В фильме также снимались Рамеш Синха, Бхупендра Капур, Лила Мишра и другие. Автор сценария Индер Радж. Оператор Джайвант Падхар. Композиторы Шанкар и Джай Кишан. Продюсер Радж Капур. Режиссер Раджа Навате. Осторожно! Я ломаю крыши гор, Кайлаш, чтобы вы, городские жители, не умерли с голода. Это не ответ на мой вопрос, Радж. Я хочу знать, почему ты уехал из города и обосновался в этом лесу. Сын миллионера, а работаешь простым рабочим. Посмотри туда, Кайлаш. Это и есть ответ на твой вопрос. Здесь нет блеска города, показухи. Но красота именно здесь, в необжитом месте. Здесь красота человеческого труда. Красота человеческого мужества. Здесь человек бросает вызов природе, изменяя течение реки, чтобы весь мир был свободным. А еще, Кайлаш, я слышал, что еда бывает вкусной, если посолить ее потом своего труда. Отец? Здравствуйте, отец. Долгой жизни тебе, сынок. Как ты? Хорошо. Как у тебя дела, Кайлаш? Хорошо. Как идет работа? Очень хорошо, отец. Зачем вы приехали? Я хотел что-то сказать. Пойдем со мной.
Ну хорошо, Радж. Я рад, что ты доволен здесь. Но послушай меня. Говорите, отец. Ты готов жениться? Жениться? Да. Только да или нет? Да или нет? Так мало? Дайте хотя бы скидку. Перед смертью твоя мама выбрала для тебя одну девушку, тогда ты был еще маленький. Но времена изменились, отец. В мире столько достижений. И неизвестно, что это за девушка. Ты можешь посмотреть ее фотографию? Что такое фотография? Фотография может изменить даже лицо, а я хочу видеть ее сущность. Если хочешь, можешь посмотреть на нее издалека. Издалека? Как можно все видеть издалека? А что, ты узнаешь это через 10-20 лет? Нет, я только хочу видеть, как она ходит, как выглядит. И не динамит ли она, который может взорвать всю мою жизнь? Мне нужно посмотреть, сколько под землей, сколько над землей. И еще, отец, я живу здесь, в лесу. Ни одна городская девушка не согласится жить со мной. Здесь с 4 сторон бесконечные горы, на лоне природы дремлющее озеро. А на ночном небе миллионы звезд. И кроме этого у меня есть только соль, добытая моим потом. И все это ей будет интересно? Придется спросить девушку. Если хочешь, напиши ей письмо. Пуран, ты положил вещи в машину? Да, господин. Ну что, Кайлаш, поедешь в Алихабад? Нет, я останусь здесь еще на несколько дней. Кому и куда писать письмо? Мисс Чандра, почтамт Марфат или Хабад? Почтамт Марфат? А что, у девушки нет дома? Есть. Но ты же хотел узнать ее нрав. Что будешь делать, когда узнаешь? И еще, не вздумай написать какую-нибудь глупость. Ты написала письмо, сестра? Нет, не получается. Попробуй еще раз. А это что, по-твоему? Что скажет отец? В этом вся проблема. Иначе я сказала бы отцу, что не собираюсь вывешивать флаг в лесу. И кто этот Радж? Одноглазый, косой или глухой? Надо было сказать все это отцу. Я думала написать письмо, решу эту проблему. Но писать письма, оказывается, не так уж легко. Уже 4 часа. В 5 часов теннис, в 7 часов танцы, а еще я обещала Мадхури поужинать вместе в Нисаре. Нет времени писать письмо, и тем более тому, кому нужна не жена, а буйволица. Буйволица? Да, черная, толстая, безобразная буйволица, у которой на шее с детства висит петля помолвки. Вот я и спрашиваю, почему этот господин Радж не женится на деревне или на горе? Послушай, Нилу, напиши письмо вместо меня. Я? Сестра, я? Написать мне? Да. Ты моя любимая сестра, вот и напиши. Но... Никаких «но». Запомни одно, напиши так, чтобы этот господин Радж схватился за голову. А если отец узнает? Как он узнает? Это секрет. Твой и мой секрет. Ну и что я напишу? А что здесь трудного? Напиши, что мое лицо с детства изуродовано оспой. Что? Оспой? Да. И еще я одноглазая. Смотрю на этот мир одним глазом. Одноглазая? Одноглазая? А еще хромая. Люди назвали меня велосипедом. Велосипедом? Да, велосипедом. И еще напишу, что она постоянно кашляет. И еще не забывай кашлять. Мужчины боятся, когда женщина кашляет. Обязательно напиши. Я спрашиваю, что за польза от этого доктора Кайлаша? Мои дочери постоянно кашляют. Доктор Кайлаш уехал на несколько дней, но кашель я услышала только сейчас. Только сейчас? Чандра, это ты кашляла? Я? Нет, отец. Это не Лу. Ладно, мама. Дочка, ты написала письмо? Письмо? Да, только не отправила. Сегодня отправлю. Покажи. Да что вы такое говорите? Иди, дочка. Почему? Лучше помолчите. Разве можно читать письма детей? Чандра, там, где я живу, нет городских огней, городского шума. Здесь со всех сторон бескрайний простор. Отсюда, где я пишу письмо, видно озеро.
Похоже, озеро уснуло, накрывшись ночным покрывалом, на котором расположились миллионы звезд. Высокие горы защищают спящее озеро. Но свет луны, скрываясь от взгляда гор, всю ночь играет с озерной водой. Возможно, тебе не понравится этот мир. Я не хочу насильно вести тебя по своей дороге. Но, конечно же, хочу, чтобы кто-то нуждался во мне, и я бы принадлежал кому-то, тебе. Любимый. 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 Но, конечно же, хочу, чтобы кто-то нуждался во мне, и я бы принадлежал кому-то. Любимый. Нилу, тебе нужно увидеть Раджа. Один раз. Его бескрайний простор, его озеро, его мир. И этот мир совсем недалеко, всего лишь 40 миль отсюда. Туда ездят автобусы, ходят поезда. Утром уеду, вечером вернусь. Ну что, поедешь? Ваш чай, господин. Поставь, Пуран. Сначала закончу писать письмо. Невесте пишешь? Кто тебе сказал? Я все знаю. Послушай, я еду в Эллахабад на 2 дня. Нужно отвезти отцу отчет. От него пришла телеграмма. Понял? Это письмо для Чандры, а это отчет. О, боже, ничего невозможно найти. Где конверт? Пуран, ты видел конверт? А это что? Выпейте чай, господин. Выпью. Не отвлекайте меня, Пуран. Не случись так, что отчет для отца я положу в конверт для Чандры, а письмо для Чандры в конверт для отца. Понял? Вот возьми. Заклей его и отнеси на почту. Послушай, я пошел. Пока. Для мисс Чандры. Мисс Чандра? Чандра. Я хотела сказать, есть ли письмо для мисс Чандры до востребования? Сейчас посмотрю. Вот, возьмите. Спасибо. Мисс Чандра. Сестра. Вот как? С каких пор ты стала получать мои письма? Сестра, это мое письмо. Твое письмо? На мое имя? Сестра, отец разрешил писать письма только тебе, поэтому я написала письмо от твоего имени. Дай мне письмо, сестра. Ну, пожалуйста, дай. Понятно. Вот, возьми. Я сейчас приду. Отчет по строительству? Кирпич, бетон, носильщик? Мы хотим знать, почему задерживается строительство дамбы и кто будет отвечать за убытки. Убытки. Откуда появился вопрос об убытках? За строительством следит Радж. Если вы столкнулись с таким большим бизнесом, сделайте ваше сердце таким же объемным. Говорите спокойнее, Рай Бахадур, ваше сердце... Я и так говорю спокойно. Почему Радж до сих пор не пришел? Иди и позвони ему. Я ведь отправил телеграмму, чтобы он срочно приехал со своим докладом в Эллахабад. Да, господин.
Что ты смотришь на меня? Иди и позвони. Почему задерживается строительство дамбы? Доктор, я спрашиваю, почему люди не рождаются так быстро? Спокойней, Рай-Бахадур. Спокойней, ваше сердце. Помолчи, Кайлаш. Радж. Почему Радж до сих пор не приехал? Куда вы спешите, господин секретарь? Звонить Раджу. Раджу? Да, вам. Вы... Я. Вы напрасно злитесь, Рай-Бахадур. Мы всего лишь попросили доклад о работе. Вот доклад, отец. Приехал. Извините, я немного опоздал. Здравствуйте. Прочти. Чандра, звезды до сих пор блестят, но не так, как раньше. Лунный свет до сих пор играет с озерной водой, но не так игриво. Что ты болтаешь? Читай правильно. Горы стоят на своем месте, но очень грустные, как будто ждут кого-то. С тех пор, Чандра, как ты вошла в мою жизнь, у меня нет никакого желания заниматься строительством дамбы. Достаточно, господин секретарь, мы получили ответ на наш вопрос. Радж. Радж. Извините. Вам должно было прийти письмо на имя мисс Чандра. До востребования. Дайте мне его, пожалуйста. Я по ошибке положил в конверт очень важный документ. Прошу вас, пожалуйста, дайте. Прошу вас. Нужно было внимательно смотреть, какое письмо в какой конверт вы кладете. Что теперь жалеть, если птицы улетели в небо? Да здравствует Рамчандр. Какой хороший совет. Чтобы получить это письмо, мне придется проехать 100 миль. Птицы улетели в небо. Достанется же тебе однажды. Речь идет о 40 милях. Я вечером вернусь. Но куда ты едешь? Послушай, сестра, это секрет. Я хранила твой секрет. Теперь придется тебе. Ты же знаешь, одной рукой берут, другой дают. Но куда ты едешь? С кем ты встречаешься? Я же сказала, сестра, это секрет. Хотя бы скажи, кто он. Когда вернусь, все расскажу. А если отец спросит, что тогда? Придумай что угодно, любую причину. Причину? Да, причину. Ты ведь специалист придумывать причины. Скажи, что я поехала с подругами на пикник. Нилу, тише. Если мама услышит, разбудит весь дом. Обязательно вернись к вечеру. Да, вернусь. Лила? Шила? Притма? Значит, вы говорите, что Нилу не поехала с вами, а вы говорите, что Нилу поехала с ними на пикник. Ну что скажешь, Чандра? Почему ты плачешь? Скажи все как есть. Мама, ночью... Что случилось ночью? Я поссорилась с ней. Поссорилась? Да, мама. Она сказала, что уедет. Утром она сказала, что поедет на пикник. Откуда я знала, что она не вернется? Не вернется? Что это значит, Чандра? Разве можно ссориться с сестрой? И что такого произошло? Почему не вернется? Нужно обязательно найти Нилу. Расспросите всех, сообщите в полицию. В полицию? Здесь проверили? Да. Этот автобус пришел из Аллахабада? Да. Как тебя зовут? Лочно. Что происходит? Разыскиваем одну девушку из Аллахабада. Куда ты идешь? Я? Вон туда, к той машине. Как тебя зовут? Решма.
Кто вы? Свалились с неба или появились из земли? Я не знаю. Браво. Вы не знаете? Очень хорошо. Где мы сейчас? Мы в аду. Очень хорошее место. Послушайте, госпожа, мое терпение заканчивается. Я могу сильно разозлиться. Кто вы? Как оказались в моей машине? И какие у вас планы? Я не знаю. Ладно, госпожа, ваш билет был до этого места. Идите, полиция вам поможет. Идите же. Думает, что я идиот. Послушайте, теперь вы знаете, что я порядочный человек. Скажите, куда вам нужно ехать, и я обещаю, что доставлю вас в полной сохранности. Я же сказала, что не знаю. Не ругайтесь, я хорошо вас знаю и знаю всю вашу историю. Какую историю? Такие истории мы слушаем каждый день. Влюбленная молодая девушка убежала из дома. Через несколько дней ее любовь остыла, и она вернулась домой как порядочная девушка. Да здравствует Рамчандр! А что с парнем случилось? Он умер, заливаясь кровью, но я рассказывал историю девушки. Очень интересная история. Поэтому я и говорю, возвращайтесь домой как порядочная девушка. Мечты и реальность — разные вещи. Я обещаю, что доставлю вас в полной сохранности. О своей порядочности ты трубишь на весь мир. Что, придется накачивать колесо? Нет, колесо прокололось. В 5 милях отсюда находится почтамт. Отправлю телеграмму, потом пришлют другую машину. Почтамт? Да? А что? Мне нужно отправить письмо. Послушайте, госпожа, я порядочный человек. Доставил вас до этого места. Но я не настолько порядочен, чтобы нести вас на своих плечах 5 миль. Я не такой порядочный. Нет, я могу идти пешком. Но если вы боитесь идти пешком, я сама отправлю вашу телеграмму. Наверное, он волшебник. Кто? Тот, для кого вы готовы пройти 5 миль, чтобы отправить свое письмо. Послушайте. Вы устали? Возле того холма есть ручей. Перейдем его, и мы будем на месте. Пойдем. Есть люди, которым очень везет. Кто? Как вы. С кем встретились, тому повезло. Мост тоже сломан. Браво. Я влип. Тогда пойдем. Я не собираюсь сдаваться. Вы умеете плавать? Нет. Но что может случиться? Я всего лишь утону. Теперь я поверил. Чему? В волшебство того идиота, ради которого вы играете со своей жизнью. Играйте с ней, играйте. А я буду наблюдать.
Молодец. Помогите! Скажите, так вам нравится? Да, так нормально. Я не такой уж и добрый. И что? Но все равно люди садятся на мою шею. Осмотрели весь город, но Нилу не удалось найти. Я думаю, что она поехала к моему брату в Рива. Я сейчас отправлю водителя. Вы говорили, что вам нужно отправить письмо. Я передумал. Почему? Съемщик оставил квартиру, что ли? Вы напомнили мне о доме. Что именно? Как мы доберемся домой? Так же, как и приехали. Не получится. Вода поднялась в реке и наступает ночь. Придется переночевать в этой деревне. Что за проблему я нашел для себя? Значит, я проблема? Хорошо, я пойду. Нет-нет, я не имел это в виду. Ты совсем не годишься. Не ты, а вы. Не ругайтесь, госпожа. Вы скажите, пойдем поговорим с почтальоном. Он найдет, где нам остановиться. Пойдем. Есть только эта комната. Здесь переночуете. Вы оба очень мокрые. Может, вам нужна какая-нибудь одежда? Нет, не стоит, идите, отдыхайте. Мы высушим свою одежду. Вот, возьмите светильник. Спасибо. Пойдем, госпожа. Господи. Вы с такой уверенностью сказали, что мы высушим одежду. Но что мы наденем? Что? Что мы наденем? Вон там одеяло. Можешь снять одежду. Иначе мы начнем чихать, и эта комната превратится в больницу. И еще, закройте дверь изнутри. Не ругайтесь, господин. Замолчите. Госпожа, вы до сих пор не спите? Не спится. Все думаете о том идиоте? Наверное. Когда-нибудь видел этого идиота? Слепая любовь. А вы никогда не любили? Любил. Кого? В своих мечтах. Но никогда не убегал из дома. И не бежали за кем-либо? Бежал. С детства я бежал за луной, но так и не поймал ее. Скажите мне одну вещь. Что? Мне кажется, что я вас раньше видел. Наверное, в своих снах. Да. Я смотрю много снов. जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग
जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मुझे रोज रोज तड़पाया मुझे रोज रोज तड़पाया ढूंढेंगे उसे हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में ढूंढेंगे उसे हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में पर हम भी किसी से कम तो नहीं क्यों रूप को अपने छुपाया मुझे रोज रोज तड़पाया मुझे रोज रोज तड़पाया जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया बिन देखे जिसको प्यार करूं अगर देखो उसको जान ही दूं बिन देखे जिसको प्यार करूं अगर देखो उसको जान ही दूं एक बार कहो जादूगर ये कौन सा खेल रचाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा अंग अंग मुस्काया ओ मिस्टर Мистер, दरवाजा खोलो откройте дверь. दरवाजा खोलो Откройте дверь. ये दरवाजा किसने बंद Кто закрыл дверь? Тот, кто ушел. चला गया Ушел? Но он обо всем позаботился. इंतजाम Позаботился о чем? Ночью он отправил телеграмму в полицию Лахабада, что одна девушка потерялась. Скоро приедет полиция. Кто он для меня? Он тоже так же сказал. Если бы она была для меня кем-то, я бы схватил ее за ухо и отправил домой. Господин, младшая сестра вернулась. Нилу, дочка. Дочка. पगली कहीं की Глупышка. तरह घर से Разве можно так уходить из дома? Да, ты права, и сестры иногда ругаются между собой. Даже если вы поссорились, неужели нужно так уходить из дома? Иди, попроси прощения у своей сестры. Иди. Иди. और मैं तो कहती Я считаю, что тот дом, где нет ссор, становится печальней кладбища. Проходите, господин инспектор. लेकिन दीदी Сестра, что это за ссора произошла между нами? Если бы не ссора, отец бы не понял ничего и задавал бы 1000 вопросов. Хотя бы скажи, где ты была и кто он? Кто? अच्छा जी अब हमें Вот मिलाया как? जा रहा Меня тоже решила провести? Тот, от кого ты получила письмо. Мне не удалось встретиться с ним. Почему? Его не было там. Но, сестра, а что у тебя с ним? С кем? Кому я ответила вместо тебя? वो राज О, Радж. मैं तो टालना ही Когда придет время, я скажу отцу, что я не согласна. Вот, возьмите ваше письмо. Спасибо. А то письмо вам удалось получить? Да. Вот, возьмите. Спасибо. Что случилось? Случайно выбросил конверт. Хотел посмотреть, откуда пришло письмо. Это вы?
Так вы вернулись. Хорошо, что прислушались к совету благородного человека. Ну и как поживает ваш глупец? Что означает этот крик? Вот что это означает. Почему вы меня ударили? Разве я приставал к девушке? Ты приставал к той девушке. Рам, что вы делаете? Если вам хочется подраться, идите к себе домой, там деритесь. Что происходит? Вызови полицию. Сейчас вызову. Полиция! Полиция! Да здравствует Рамчандр. И все это произошло из-за конверта? Да, доктор, я хотел посмотреть, откуда пришло письмо. Ну и как, узнал? Откуда? Из этой девушки я попал в полицейский участок. Но мне повезло, что приехал друг и вытащил меня. После этого ты виделся с ней? Нет, доктор, но мне очень хочется увидеться с ней. Это первая девушка в моей жизни, которая вызвала у меня глубокие чувства. Когда смотрю на нее, в моем сердце играет мелодия. Но, Кайлаш, она сходит с ума по какому-то идиоту. А та кто такая, характер, который ты хотел узнать? Ты ведь влюбился в нее? Кто, Чандра? Я ее никогда не видел. Я сотворил образ, читая ее письма. Но когда я вижу эту девушку, этот образ улетучивается. Кроме нее, ничего не замечаю вокруг. Абсолютно ничего. А что ты ответишь отцу? Что будет с Чандрой? Я предложил Чандре встретиться. Где? Возле дамбы. Но сейчас я думаю, что поступил плохо. Когда она узнает, что я передумал, что она подумает? Бедняжка. Если хочешь встретиться со мной, приезжай к бескрайним просторам, где я хочу провести с тобой всю жизнь. Я приеду за тобой на станцию Шрипур, но как мы узнаем друг друга? Я положу розу в карман своего пиджака. Нет, मैं उसे साफ-साफ я все ему расскажу. मैं नीलू Я не Лу, चंद्रा मेरी बहन а Чендра моя сестра, которая ненавидит его бескрайние просторы. हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में पर हम भी किसी से कम तो नहीं क्यों रूप को अपने छुपाया मुझे रोज रोज तड़पाया मुझे रोज रोज तड़पाया बिन देखे जिसको प्यार करूं कर देखो उसको जान ही दूं बिन देखे जिसको प्यार करूं कर देखो उसको जान ही दूं एक बार कहूं ओ जादूगर ये कौन सा खेल रचाया मेरा अंग अंग मुस्काया मेरा Ты! Да, я. Ради встречи со мной ты так далеко приехала? С тобой? Что, я такой плохой? Люди говорят, что я симпатичный. Они, наверное, слепые. Да, может быть. Что случилось? मुझे नहीं मालूम था Я не знала, что даже здесь увижу твое лицо.
Да, понимаю, наверное, тот глупец увидел нас вдвоем и убежал. Мужчины такие ревнивцы. Так и хочется поцарапать твое лицо. Конечно, в прошлый раз на почте из-за тебя мне царапали лицо. Если этот глупец работает на дамбе, я могу отвезти вас туда. Я пойду пешком. А с тобой я не пройду и шага. Послушайте, госпожа, со мной ругайтесь сколько угодно. Но не стоит ругаться с собой. Садитесь, я вас подвезу. Уезжай отсюда. Я ненавижу тебя, понял? Я тоже свободный человек. Когда захочу, тогда и уеду. Слушай. Но, как вы? Вы, наверное, проголодались? Вот, возьмите сэндвич. Я приготовил для вас. Угощайтесь. Послушайте, вы так хотите увидеться с тем глупцом? Я уверен, что после встречи с ним вы очень расстроитесь. Ну куда же вы? Садитесь, я вас подвезу. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Я вас подвезу. Подождите. Пурандада. Пурандада. Что тебе, сынок? Сейчас придет одна девушка. Она будет спрашивать обо мне. Отведи ее к той горе, скажи ей, что там я с ней встречусь. राज Радж, राज Радж. Ты! Опять ты! Озеро уснуло, накрывшись ночным покрывалом, на котором расположились миллионы звезд. Высокие горы защищают спящее озеро. लेकिन चांद Но свет луны Но свет луны, скрываясь от взгляда гор, всю ночь играет с озерной водой. Радж, Я же говорил тебе, Чандра, что ты расстроишься, когда встретишь его. और मैं भी तो वो नहीं а я совсем не та, о которой ты думаешь. Я не хочу ничего думать. Я хочу только чувствовать. Но, Радж, Ничего не говори, Чандра. Только слушай, что говорит флейта.
लगन का समा चंदा बन के मुख मेरा चमके बिंदिया दमके जनन 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 भूंगर बाबा दे जनन 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 भूंगर बाबा दे Они только поженились. Благословите их, хозяин. Будьте счастливы. Вот, возьмите. Возьмите, пожалуйста. Чандра, ты тоже их благослови. Я? Это очень хорошее дело. Спасибо, хозяин. Да благословит вас Господь. Красивая невеста, правда? Теперь жених отведет ее в дом, который построил сам. Я тоже построил небольшой дом, в который я приведу свою Чандру. Радж, अगर मैं तुम्हारी а चंदा если я не твоя Чандра, что тогда? Тогда я сломаю тот дом. С твоим приходом это пустое место обрело жизнь. Если ты уйдешь, Чандра, здесь все покроется пылью. लेकिन राज Но, Радж, तुम तो कहते थे ты ведь говорил, что мечты и реальность разные вещи. Если ты захочешь, эти мечты станут реальностью. Завтра я поговорю с отцом. Правда? Да. Я знаю, почему ты пришел. Характер ты уже знаешь, теперь хочешь видеть лицо. Верно? Лицо я уже видел, отец. Что? Да. И пришел сказать, что я согласен. Но я не согласна. Да, мама? Я не собираюсь испортить свою жизнь, живя в лесу. Чандра, Да, отец. Я хорошо обдумала свое решение. Я читала письма Раджи. Его жизнь еще более пустая, чем его пустынные просторы. Сестра, ты лучше помолчи, Нилу. Это вопрос моей жизни. Это дорога, это наш дом, а это наш маленький сад. Кайлаш, в нашем саду я хочу посадить много цветов. Розы, тюльпаны, жасмин, ромашки. Знаешь, Кайлаш, Чандра сделала мою жизнь красочной, ароматной. Отец, я показывал Кайлашу наш дом. Вы тоже посмотрите, это чертеж дома. Радж, Чандра отказалась от свадьбы. По обе стороны дороги будет сад с цветами. Что ты сказал? Чандра отказалась от свадьбы. Как такое возможно? Этот дом, этот сад, это же все для нее. Ничего страшного, Радж. Я найду тебе девушку лучше, чем Чандра. Нет, отец. Я с ней встречусь. Я спрошу. Я еще раз спрашиваю. Господин Рай дома? Я же сказала вам, что господин и госпожа уехали в Рива. Но Чандра дома? Скажи, что меня нет дома. Скажи Чандре, я не уйду, пока с ней не увижусь. Мне все равно. Закрой дверь. Это жестоко. Я открою дверь. Нилу, दीदी сестра, दीदी सोचो तो जरा подумай немного. Не вмешивайся в мою жизнь.
Нилу, ты должна рассказать все Раджу. Он ищет тебя. Даже если он возненавидит тебя, не нужно держать его в неизвестности. Радж! राज Радж! У Раджа невысокая температура, но мне не нравится его кашель. Завтра я сделаю Раджу рентген. Температура пройдет через несколько дней. Но этот кашель... राज Радж! Чендра, пришла посмотреть, жив я или нет? Нет, Радж. मैं तुमसे माफी मांग Я пришла попросить прощения. राज Радж, मैं चंद्रा नहीं я не Чендра. हाँ Да, मैं चंद्रा नहीं я не Чендра. नीलू Я Нилу, उसकी छोटी बहन ее младшая चंद्रा сестра. ने तो पहले दिन ही शादी Чендра कर दी। отказала еще в первый день. वो खत मैंने लिखे Те письма писала я. नाम Ее имя, но мои письма. Нилу? मुझे माफ कर Прости меня, Радж. दो राज Не говори ничего, Нилу. Только слушай. Слушай, что говорят горы. Что говорит водопад. Послезавтра я встречусь с твоим отцом. Надеюсь, он не откажет? Нет. Чендра, а ты? तुम्हें तो बुखार है У тебя температура? Температура? У меня? Нет. Я еще молодой. जो मैं जानती उनके लिए जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है इतना प्यार मैं करती क्यों वो इतना प्यार मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए जो मैं सोच समझ के चलती हद से बात गुजरती क्यों जो मैं सोच समझ के चलती हद से बात गुजरती क्यों
झट से उलझूं काजल फेरूं अखियन में काजल फेरूं अखियन में वो जो न आते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों वो जो न आते तो मैं इतना बनती और संवरती क्यों बनती और संवरती क्यों वो इतना प्यार मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है इतना प्यार मैं करती क्यों वो इतना प्यार मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए हाय रे मीठा दर्द जिगर का हाय रे पहला पहला प्यार हाय रे मीठा दर्द जिगर का हाय रे पहला पहला प्यार जो मैं जानती ये सब होगा इस मुश्किल में पड़ती क्यों जो मैं जानती ये सब होगा इस मुश्किल में पड़ती क्यों इस मुश्किल में पड़ती क्यों वो इतना प्यार मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है इतना प्यार मैं करती क्यों वो इतना प्यार मैं करती क्यों जो मैं जानती उनके लिए Куда ты так нарядилась? Ты кого-то ждешь? Никого я не жду. Подожди. Никого я не жду, сестра. Нет, ждешь. Да. Госпожа, к вам пришли? Здравствуйте, это ваше радио. Проходите в дом. Если бы у него была заурядная болезнь, я бы не сказал Раджу. Но у него туберкулез. Туберкулез? Да. Этого я и боялся. Чего? Мать Раджа умерла от туберкулеза. Поэтому я всегда держал Раджа вдали от города, в сельской местности. Я надеялся, что Радж не заболеет. Я на это рассчитывал. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Раджа. Нет, Кайлаш. Мы сделали все возможное, чтобы спасти мать Раджа. Но нам не удалось это сделать. Сегодня Радж так счастлив. Идет просить руки у отца девушки. Откуда ему знать? Поэтому нужно сказать ему. Я не смогу сделать это. Не смогу. Не смогу. Кайлаш? Почему ты такой грустный? Хотя бы сегодня улыбнись. А что это? Твой рентген. Ах да, я ведь шел к тебе пожаловаться на свой кашель. А то Нилу скажет, что выходит замуж за старика. Да улыбнись же, друг. Что с тобой? Ведь я не болен туберкулезом. У тебя туберкулез. Односторонний. Кайлаш, что такое ты говоришь? Одно легкое инфицировано. Именно сегодня нужно было об этом сказать. Что? Твой принц до сих пор не пришел? Он скоро придет. Что ты так волнуешься? Он ведь скоро придет? Ну, мне пора. Я опаздываю.
Ладно, дочка, я уезжаю, мне пора навстречу. Мы отвезем тебя в санаторий. Ты хочешь сообщить Нилу? Нет, Кайлаш. Она будет ждать, бедняжка. Пускай ждет. Лучше ждать, чем выходить замуж за живой труп. Я даю вам самую лучшую комнату в санатории. Только сегодня освободилась. Несколько часов назад. Заходите. Прошу вас. Это и есть самая лучшая комната. Проходите. Посмотрите, какой вид из окна. Просто замечательный. Взгляните. Здесь с 4 сторон бесконечные горы. На лоне природы дремлющее озеро, а на ночном небе миллионы звезд. Вам очень повезло, мистер Радж. Такой обзор можно наблюдать только из этой комнаты. Впервые за 20 лет эта комната освободилась. Всего несколько часов назад. Доктор Юсуф. Оставь его, Кайлаш. Я впервые приехал сюда. Позволь мне познать этот мир. Да, доктор. Ничего, располагайтесь, а я скоро вернусь. Радж, сынок, не волнуйся. Ты поправишься. Да, Радж, ты обязательно поправишься. Я знаю. Отец, не говорите Нилу, где я. И ты, Кайлаш. Скажи, что я уехал. И никто не знает, где я. Я хорошо знаю Нилу. Узнав о моей болезни, она все равно захочет выйти за меня замуж. Но как я могу покрасить ее пробор пеплом вместо свадебного синдура? Где ты? Когда ты придешь? Радж. Когда ты придешь?
बर्बाद है दिल मेरा हो रात अंधेरी दूर सवेरा बर्बाद है दिल मेरा हो आना भी चाहे आ न सके हम कोई नहीं आसरा आना भी चाहे आ न सके हम कोई नहीं आसरा कोई है मंजिल रास्ता है मुश्किल चांद भी आज छुपा हो रात अंधेरी दूर सवेरा बर्बाद है दिल मेरा आहा भी रोए राह भी रोए सूझे न बात कोई आह भी रोए राह भी रोए सूझे न बात कोई थोड़ी उम्र है सूना सफर है देगा न साथ कोई हो रात अंधेरी दूर सवेरा बर्बाद है दिल मेरा हो बर्बाद है दिल मेरा हो बर्बाद है दिल मेरा Отец, отец, он приехал. Мама, мама, сестра, он... Нилу, Нилу. Вот так каждый день. Целый день сидит наверху, а потом несется вниз, как сумасшедший, и повторяет одно и то же. Он пришел, но он все не приходит. Нилу, сестра, мама, Нилу, дочка. Но кто он? Кто знает, отец? Она ничего не говорит. Никто не знает его имени. Постарайся узнать, иначе Нилу сойдет с ума. Нилу. Нилу. До сих пор я ничего не скрывала от тебя. Почему же ты ничего не говоришь мне? Скажи мне, что тебя мучает? Как я могу сказать, сестра? Почему? Разве я не твоя сестра? Если я не смогу понять твое горе, тогда кто его поймет? Ты не поймешь. Вот такая моя боль. Нилу. Нилу. Слушаю. Это доктор Кайлаш. Кайлаш, это доктор Юсуф. Будет хорошо, если ты приедешь. Радж находится здесь уже 6 месяцев. Я сделал ему рентген. Да, рентгеновский снимок. Я должен сообщить ему о жизни
или о смерти? Это зависит от состояния его легких. Хорошо, очень хорошо. Прошу прощения, господин Рави. Но, Кайлаш, мне нужно ехать в санаторий. Сегодня решается вопрос жизни и смерти моего друга. Моя дочь тоже стоит на грани жизни и смерти. Посмотрите ее один раз и поезжайте. Отец, со мной ничего не случилось. Мама, со мной ничего не случилось. Все в порядке, дочка. Сестра, почему вы так волнуетесь? Я в порядке. Я в порядке, отец. आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के हम हारा बदनाम न हो प्यार मेरा आजा रे अब मेरा दिल पुकारा रो रो के हम हारा बदनाम न हो प्यार मेरा आजा रे मौत मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी। बोल शामे जुदाई क्या करे, बोल शामे जुदाई क्या करे। आस मिलने की तड़पाने लगी। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। अपने बीमार गम को देख ले, हो सके तो तू हमको देख ले। तूने देखा न होगा ये समा, तूने देखा न होगा ये समा। कैसे जाता है दम को देख ले। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। Нилу, नीलू Нилу, मुझे क्या हुआ है मेरी बच्ची? что случилось с тобой, дочка? Ничего не случилось, мама. Ничего. कुछ नहीं हुआ। मुझसे न छुपा बेटी, Не скрывай от меня ничего, дочка. मेरी तरफ देख। Посмотри на меня. Я не обманываю тебя. Ради тебя я готова просить милостыню. Скажи, дочка, кто он? मेरी बच्ची, Ну, скажи мне, кто он? बता दे। Скажи. Мама, मैंने आज तक किसी को नहीं я до сих пор никому не сказала. Он... नीलू, Да, Нилу. क्या नाम है उसका? Как его зовут?
Скажи, дочка, кто он? Как его зовут? Он никто. Вы видели? Так моя дочь сойдет с ума. Я считаю, что Нилу нужно выдать замуж. И что с этого будет? Она еще больше будет переживать. Нет, новая жизнь заживляет старые раны, и свадебная мелодия помогает девушкам забывать о прошлой жизни. Младшая дочь выйдет замуж, а старшая будет сидеть дома. Что скажут люди? Какие люди? Речь идет только о Рай-Бахадуре, а он совсем не возражает. Мы подождем. К тому же Радж сейчас болеет. Сначала спроси Нилу. Я поговорю с ней. Главное, вы не волнуйтесь. Рентгеновский снимок Раджи перед тобой, Кайлаш. Второе легкое тоже инфицировано. Шансов на жизнь стало еще меньше. Так значит, это окончательный результат. Есть какая-нибудь надежда? Не сейчас, Кайлаш. Ты ведь сам доктор. Как я могу называть себя доктором, если я не могу спасти жизнь своему другу? И что значит прогресс в науке, если невозможно избавиться от вируса? Мы делаем все возможное. В каждой стране этого мира, в каждой лаборатории этого мира врачи круглосуточно работают над этим. И сейчас появились большие надежды, чтобы не считать эту болезнь опасной для жизни. Но сколько нужно ждать? Я думаю, это займет лет 10. А Радж? Сколько ему нужно ждать? У него нет столько времени. Я думаю, что он проживет года 2. Я и наука беспомощны в этом, к большому сожалению. Привет, Радж. Привет, Кайлаш. Где ты сегодня гулял? Не увиливайте, господин доктор. Я хочу знать, сколько мне осталось жить. Второе легкое тоже инфицировано. Что за шутка, Кайлаш? Ты принес цветы, которые я хотел подарить девушке моей мечты. Я сделаю все возможное, Радж, чтобы ты чувствовал здесь себя хорошо. Столько, сколько мог. Очень хорошо. Петля виселицы тоже бывает мягкой благодаря хлопку, чтобы умирающему не чувствовать боль. Я не это имел в виду. Я не пытаюсь винить вас, господин доктор. Сколько я буду жить, я не знаю. Но где я умру, это я могу контролировать. Я не хочу умереть в больнице, господин доктор. Не хочу умереть в больнице. ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो जाके हम खड़के हवा आई तो जाके हम ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम
तेरी याद को सीने से लगा तेरी याद को रोती रही मैं रात को रोती रही मैं रात को हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसी में तेरा गम ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसी में तेरा गम तुम इलाहाबाद चलोगे? Поедешь в Аллахабад? हाँ कैलाश। Да, Кайлаш. कहते हैं आदमी को चादर Говорят, делай столько, сколько в твоих силах. मेरे पास वक्त बहुत कम У है, меня काम очень सारी мало दुनिया का времени, पड़ा है। а дел очень много. Дел? मुझे Да, अपनी मौत Кайлаш. का ही सामान नहीं Я должен думать не только о своей नीलू смерти. की जिंदगी Мне нужно подумать о жизни भी Нилу. तो कुछ करना है मुझे। तुम क्या करोगे राज? Что ты можешь сделать, Радж? किसी न किसी की Я मोहब्बत сделаю में то, что никто никогда не делал ради любви. मैं उस दिल पर नेज़े बरसाऊंगा Ради जिसे этого я कोने में готов जगह пожертвовать पाने के लिए своей मैं अपनी जान жизнью. दे देता। मैं उन होठों से मुस्कुराहटें Я नोचूंगा избавлю जिनकी ее от улыбки, ради которой раньше я готов был отдать свою жизнь. मैं सब कुछ करूंगा कैलाश Я все сделаю, Кайлаш, ताकि नीलू मेरे बाद чтобы Нилу смогла забыть обо мне, वो मुझे भूल जाए। чтобы она начала меня ненавидеть. उसके सामने मेरी जो भी तस्वीर आए वो Я बहुत сотру в भयानक। порошок ее воспоминания. लोग उसे कहें राज बहुत बुरा Все आदमी था। до единого, खाक डालो उसकी याद पर। чтобы она забыла обо мне. Прошу вас, исполните такую песню. Нет, сегодня я не буду петь. Что случилось, Чандра? Спой. Нет. Доктор Килаш, скажите, чтобы она спела. Доктор, я сегодня плохо себя чувствую. Если ты заболеешь после исполнения песни, я буду отвечать за это. Я ваш семейный доктор. Извините, я сейчас вернусь. हेलो कैलाश। Привет, Кайлаш. तुम यहाँ इस Радж, ты здесь? В это время? Почему бы и нет? У меня много времени, Кайлаш. Ты должен отдыхать. Здесь идет вечеринка, а ты говоришь мне отдыхать? Как такое возможно? बड़ी रौनक जमा रखी। खामोश खामोश। Прошу тишины. Сейчас будет петь Чандра Деви. Кто это, Кайлаш? Кто? काले लिबास में В черном платье. चंद्रा नीलू की बहन। Чандра, сестра Нилу. О, क्या? Что он? ничего. वो कौन है? Кто это? Кто? वो शहजादा सा Тот принц. आप नहीं Радж. Разве вы не знаете? Радж, сын господина Рая Бахадура. सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से देखा तो डोला जिया झूम झूम के सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से देखा तो डोला जिया झूम झूम के छुपते रहे जो मेरी नजर से छुपते रहे जो मेरी नजर से दिल बोले मेरा तुम ही तो हो दिल बोले मेरा तुम ही तो हो आँखों से रंग मेरे दिल की उमंग पे डाला तो डोला दिया झूम झूम के सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से देखा तो डोला जिया झूम झूम के ठुकरा चुके थे जिनकी मुहाबत ठुकरा चुके थे जिनकी मुहाबत
जिया झूम झूम के सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से देखा तो डोला जिया झूम झूम के बहुत खूब। Прекрасно. तो आप ही हैं चंद्रा। Так значит, вы Чандра? मैं तो पहचान भी न Я даже не смогла узнать вас. समझती थी आप Я कुछ और представляла вас совсем другим. चार टांगे, Животным с सफेद рогами? सींग, ये तो नहीं लेकिन Не वैसे совсем так. Ну, что-то типа этого. आपको तो वो पहाड़ Ты ведь больше любил горы, озера बेहद и पसंद ту жизнь. देखना था आप शायद। Я оказался между двух огней. С одной стороны свет городских огней, а с другой бескрайние просторы. Городская жизнь взяла верх. Сколько вы пробудете здесь? Столько, сколько вы захотите. लीजिए आपका घर आ गया। Вот и ваш дом. अच्छा तो मैं जाऊँ Тогда я пойду. आप कल खाने के लिए आएंगे Вы придете завтра на ужин? आइएगा ना Придете? जी Да, जरूर आऊंगा। конечно, приду. आप बुलाए और मैं ना। Вы позвали, а я не приду. Хорошо, тогда я пойду. बाय बाय Обязательно приходите, пока. नीलू Нилу, नीलू अरे Нилу, जानती है आज किससे मिली знаешь, кого я сегодня видела? राज Кого? Раджа. मैं तो उसे बिना देखे ही चुप Он оказался совсем не таким, каким я его लेकिन वो तो представляла. कुछ और ही निकला क्या А каким? बड़ा प्यारा Он очень कुछ мил. कहा उसने Он что-то हाँ? сказал? कहने लगा आप Да, शहर की रौनक Он сказал, вы не могли оставить городскую жизнь, поэтому мне пришлось оставить бескрайние просторы. Потом я спросила, как долго он здесь пробудет. Он сказал, столько, сколько вы захотите. Уверена, здесь что-то не так. Что не так? Ничего, कुछ नहीं ничего. मुझे माफ कर दीजिए Извини, сестра. न जाने В последнее न время जाने आजकल मैं सोचती हूँ все कि мои कहाँ мысли कहाँ сводят меня с ума. मैं जानती हूँ मुझे Я किसी знаю, के सामने Нилу, ऐसी बातें नहीं мне करनी। не нужно говорить тебе такое, но не जैसे मैंने волнуйся. रात को ठोकर Так же, मारा। как и я потеряла и снова приобрела Раджа, ты тоже нет, сестра. अब वो नहीं आएगा Теперь он не придет. आएगा क्यों नहीं Глупышка, почему он не придет? Обязательно придет. И еще, завтра придет Радж. Я пригласила его на ужин. मालिनी माता जी कहाँ Малини, а где мама? На кухне? Да. अच्छा नीलू ये इंतजार Нилу, как ты думаешь, если отец сядет здесь, а мама там? वो जगह तुम्हारी Там твое место, а мое здесь. और हाँ यहाँ राज बैठेगा А Радж сядет राज там. कुर्सी मैंने जानबूझ Я के अपने специально सामने выбрала место Раджа ताकि हम напротив एक दूसरे меня, को अच्छी तरह чтобы देख мы могли хорошо видеть друг कैसा друга. रहा इंतजाम? Ну, как ты на это смотришь? Очень хорошо. Госпожа, пришел господин Радж. तो आप आ गए Так вы пришли? जी Да, वादा जो किया я же обещал, и потом, आप बुलाए और मैं как ना я мог не बुलाइए। прийти, если вы пригласили? आइए आप Я вас познакомлю с моей сестрой Нилу. Это моя младшая сестра. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। Очень рад और ये познакомиться तुम с вами. जानती हो नहीं Нилу, ты знаешь его? मालूम होता है आपको पहले भी Мне कहीं кажется, раньше я вас видел. है मैं आपका Это ваша сестра. Возможно, вы видели ее в своих снах. देखा। हाँ ये हो सकता है। Да, मैं может बहुत быть. देखता हूँ। Я очень много вижу снов. Нилу, लीजिए, आपकी बहन नाराज हुई। Ну вот, ваша сестра обиделась. Наверное, ей не понравилось, что я пришел. ये बात нет, дело не в этом. नीलू भी प्यार करती थी Нилу была влюблена, но он бросил ее. और नीलू बेचारी जिंदगी में А бедняжка Нилу теперь страдает. महीनों से यही हालत И так продолжается уже несколько месяцев. Сама несчастлива и не может видеть счастливыми других. कौन था वो? А кто он? Кто знает, नीलू तो उसका नाम भी जबान Нилу पर ни नहीं разу не произнесла его имя. और मेरी तरफ देखिए। Теперь посмотрите на меня. बेचारे के जख्मों को Я еще больше расстроил ее. आपको क्या मालूम? Откуда вы могли знать? जी, Да. मुझे क्या मालूम।
Откуда я мог знать? Радж, сынок, как поживаешь? Здравствуйте. Здравствуй, долгих лет жизни. Привет, Кайлаш. Привет, Радж. Как поживает господин Рай Бахадур? Хорошо, как ваше здоровье? Все хорошо, сынок. Почему стоишь? Садись, садись. Отец, я скажу маме, чтобы подавали на стол? Дочка, не стоит спешить с ужином. Лучше принесите напитки. Хорошо. Ну, рассказывай, Радж. Ты в порядке? Да. Как продвигается стройка? Я занимаюсь строительным делом. Это ведь прибыльное дело. Значит, на сегодняшний день Рай Бахадур купается в золоте. Что-то типа этого. Радж, сынок, ты совсем ничего не ел? Ну что вы, я очень много съел. Очень хорошо. Кайлаш, пойдем поговорим в гостиную. Сидите, сидите. आप तो बैठिए। Но вы хотя бы останьтесь. आप चंद्रा की छोटी बहन। Вы ведь младшая сестра Чандры. आज से हमें एक दूसरे को कुछ जानना Сегодня нам चाहिए। нужно поближе узнать друг друга. Присядьте. Садись, Нилу. आज मजा आ गया। Сегодня я जंगलों получил में रहकर मैं удовольствие. ये भूल ही गया था, इस तरह मिलना Живя в क्या лесу, я забыл, как нужно вести себя в обществе. Как спрашивает, поднимая глаза, и как отвечает, опуская глаза. Вы похожи. अजी Поэт? शायद जो अच्छी Я не только поэт, но и хиромант. Могу гадать по руке. है आपका हाथ पकड़ो। Дайте мне вашу руку. Отпустите мою руку. Пусть посмотрит Нилу. बड़ा अच्छा हाथ है। Очень хорошая рука. जिंदगी भर राज करें। Это линия сердца. Будешь править всю свою жизнь. Мне не нравится эта шутка. Я не шучу. Я говорю правду. आप जिसकी याद दिल में लेकर बैठे हैं, Вы बड़ा что, दुख будете किया। помнить того обманщика, которого вы храните в своем сердце всю свою жизнь? Оставьте. Теперь посмотрите мою руку. आपका हाथ क्या देखो, Зачем мне смотреть вашу руку? वहाँ तो मेरी ही तकदीर Там написано «Моя судьба». Я совсем забыл, Кайлаш. Нилу? Поэтому вы плохо себя чувствуете? Послушай, Кайлаш. Да. Ты хотел рассказать о каком-то сиропе. Отнеси это, дочка. अरे आप तकलीफ क्यों करती हैं? Зачем вы себя утруждаете? Я вам помогу. जो हाजिर। Не возражаете? अरे रे, Что с आपकी вами? आंखों में आंसू। Вы плачете? Нилу. Ты плачешь, глупышка? Ну почему? Из-за того, что твоей сестре придется уехать? Я заберу тебя с собой, Нилу. Зачем ей ехать с тобой? Она поедет в свой дом. Ее руки тоже будут раскрашены хной. Тогда я буду очень счастлива. Буду много петь и танцевать. Это все хорошо, только сейчас твоя помолвка, и радоваться нужно ей. Ну что, дочка, споешь? Нет, мама. हाँ हाँ बेटा। Да, дочка. Спой нам. Спой. Отец. Да, Нилу, ты ведь говорила, что будешь петь и танцевать. Сестра, сегодня... आज ही नहीं गाएंगे। Сегодня она не будет петь. Ну что, Нилу, споешь? Такой день, и я не буду петь? Мама, когда в этом доме зазвучат свадебные барабаны, загорятся фейерверки, и руки сестры будут раскрашены хной, тогда исполнятся все твои желания, сестра. И тогда я... राजा की आएगी बारात, राजा
Вот глупышка. Зачем так плакать? वाह Браво. Ваша сестра बहुत अच्छा गाती очень хорошо поет. अच्छा जी इजाजत चाहता हूँ Но мне пора идти. Уже идешь, сынок? देर हो गई Я и так задержался. टाइम पर आइएगा ना Вы приедете завтра на дамбу? Возьмите с собой Нилу. Только не забудьте. Но мне пора. Пойдешь со мной, Кайлаш? अच्छा जी Я провожу. Не утруждайте себя. Ничего, передай привет господину Рай Бахадуру. Хорошо.
जी वरना Осторожно, а то поскользнешься. Я уже и так поскользнулась. नीलू ठहरो Нилу! Стой, Нилу! चाय तैयार करो पूरा Приготовь чай, Пурандада. चंद्रा और नीलू झील में तैर Чандра и Нилу пошли купаться к आते ही озеру. चाय मांगी Когда придут, попросят чай. Господин, तुम्हारी अपनी तबीयत कैसी как है вы себя чувствуете? अच्छी है पूरनदादा Все хорошо, Пурандада. जिस दिन का इंतजार है वो Тот दिन день, से который я दिन ждал, हो जाए। отдаляется от меня с каждым днем. सब Не ठीक говори रहेगा। так, сынок, все будет хорошо. आप Вы? आप तो झील में तैर Вы रहे ведь пошли купаться к озеру. बहाना करके चली आई Я придумала причину, чтобы прийти сюда. दीदी से कहा यहाँ कुछ भूल Сказала сестре, что я что-то забыла. थे। झूठ बोला Ты обманула. बुरा किया आपने। А это нехорошо. और तुम जो कर रहे हो А то, что делаешь ты? मैं क्या कर रहा हूँ А что я делаю? कल मुझसे कहा जाता था Вчера ты говорил, что не можешь жить без меня. А сегодня развлекаешься आज वही नाटक दीदी से भी खेला जाए с моей сестрой. आपने भी तो नाटक खेला Ты тоже сыграла со мной злую चंद्रा шутку. के नाम से खत लिखा। Писала письма от имени Чандры. От имени Чандры. लेकिन ख्याल मेरे Но мысли были мои. И чувства тоже. उनके एक एक लफ्ज में नीलू Каждое слово было написано каплей моей तुम्हें крови. क्या हो गया है राज Почему ты так तुम изменился, बदल Радж? क्यों गए हो Что с тобой मुझे произошло? बताओ तो सही Скажи, в чем क्या राज секрет? है इसमें? Скажи мне, Секрет? Какой तुमने секрет? ये नकाब क्यों पहना зачем ты надел эту маску? नकाब Маску? Какую маску? मैंने आपसे कभी प्यार नहीं Я никогда तुम тебя झूठ не बोलते любил. हो। Ты лжешь. सच्चाई जानना ही नहीं Ты не хочешь знать правду. वैसे सवाल करने से हाथ Что будет, если узнаешь? इसलिए कि सवाल के जवाब Моя में жизнь नीलू की зависит कविता от твоего ответа. बल्कि उस चीज का भी इन्हें Но не только моя जिस पर жизнь, दुनिया कायम है а также вера в इंसानियत человечность. पर भरोसा राजू Радж, अगर तुम झूठे निकले если ты तो окажешься मुझे मानना обманщиком, पड़ेगा тогда мне придется इस दुनिया признать, में सच्चाई что в этом мире нет नहीं। доброжелательности, परमात्मा истины и Бога. Говори такие глупости кому-нибудь другому. जिंदगी में नेकी सच्चाई और Я не знаю, что такое доброжелательность, истина и Бог. राजबाबू कहाँ है पूरन Пуран, где господин Радж? Он здесь, в этой комнате. नीलू तुम इस दरवाजे Нилу, से बाहर चले जाओ уходи через эту अगर तुम्हें дверь. यहाँ देखेगी तो क्या करेगी Если Чандра тебя увидит, что скажет? Что она скажет? Сестра, иди сюда. नीलू तुम Нилу, हाँ दीदी ты здесь? Да, сестра. Господину Раджу нужно принять одно решение. हाँ दीदी Решение? Да, इनसे сестра. पूछना था ये मुझे प्यार Спроси у него, या तुम он любит क्या меня बताओगे? или тебя? Что ты такое говоришь, Нилу? Что все это значит, Радж? कल इन्होंने मेरा हाथ देखा Вчера он смотрел мою руку и говорил об одном обманщике. Он и есть тот обманщик. Это правда, Радж? Да. लेकिन इनसे ये पूछे Но сначала спроси, от чего имени она написала письма этому обманщику. ये उससे आके मिली भी थी तो किस नाम Когда она встретилась со мной, как она себя назвала? Ее ведь не зовут Чандра? Нилу, की बात भी भूल Ладно, забудем те времена. गए। अब तुम एक दूसरे को वचन Мы दे ведь обещали друг और другу. नीलू को ये सब मालूम И Нилу все знает об पर этом. भी ये मुझे परमात्मा के После बारे этого में она пришла поговорить со мной, упоминая имя क्यों नहीं Бога. अपनी बहन का सिंदूर Спроси у अपने нее, नाम почему. करना चाहती? Почему она хочет стереть синдур своей сестры, покрасить им свой пробор? बताओ नीलू क्यों скажи, Нилу, почему? Это неправда. Неправда. Клянусь тобой. Не прикасайся ко мне. Сестра! Сестра! कैलाश Кайлаш, ये क्या हो रहा है राज Что происходит, Радж? नीलू पर ये जुल्म कब तक До каких пор ты будешь жестоко поступать с Нилу?
तो उसका दुख देखा नहीं। Я не могу видеть ее तुम боль. समझते हो कैलाश Ты मुझे думаешь, प्यार ее слезы करता делают меня счастливым? है। उसका एक आंसू Я मुझे тону आग в की каждой शीली капле लाख ее लाख слез. दे देता। लेकिन कैलाश, Но, Кайлаш, मुझे उसकी नजरों में और я хочу еще сильнее ранить ее, अभी मुझे उसके दिल पर और чтобы еще больше упасть в ее глазах, ताकि वो मुझे भूल जाए। чтобы она забыла меня मेरे प्यार и мою любовь. ये हो सकेगा? Разве такое возможно? ऐसा होकर रहेगा। Именно так и будет, Кайлаш. मैं मरने से पहले उसके Прежде दिल से чем अपनी умереть, я याद хочу стереть память обо мне в ее сердце. मिटा। मैं कोशिश करूंगा उसकी Я сделаю все возможное, чтобы она вышла замуж कोई अच्छा सा लड़का и встретила хорошего парня, с которым она उसकी जिंदगी बसर कर सके। проживет всю свою жизнь. कैलाश, Кайлаш, कैलाश तुम शादी करोगे नीलू से? ты женишься на ней? तुम पागल तो नहीं हो गए हो राज? Ты сошел с ума, Радж. Кайлаш, ты ведь знаешь мою тайну. ये हालत जान, Ты знаешь боль Нилу. उससे क्या होगा? И что из этого? तुम्हारा दोस्त चैन से मर सकेगा। Тогда твой друг сможет умереть спокойно. दूसरा कोई भी आदमी नहीं Никто, प्यार кроме कर тебя, не сможет понять Нилу. सकता। और वो शायद उस पर और И, जुल्म возможно, другой будет с ней еще более жестоким. करे। बेचारी ने पहले क्या कम जुल्म सहे। Бедняжка, она так много страдала. जानते हो तुम मुझसे क्या मांग रहे Ты हो? понимаешь, о чем просишь меня? जानता हूँ कैलाश, Понимаю, Кайлаш. मैं तुमसे नीलू के जख्मों Я के लिए прошу मदद тебя मांगता излечить рану Нилу. और अपने लिए आखिरी А для себя прошу दोगे? последнюю радость. बोलो क्या? Исполнишь? Скажи, Кайлаш. दोगे? Исполнишь? बोलो। Скажи. Теперь ты счастлива? Все, что делается, делается к лучшему. Этот парень мне нравился с самого первого дня. О чьей свадьбе вы говорите, мама? О свадьбе Нилу с доктором Кайлаш. Нилу согласилась. Доктор Кайлаш только что ушел отсюда. Да. क्या ये सच है नीलू? Это правда, Нилу? हाँ, Да. लेकिन क्यों? Но почему? क्यों? А что? मैं शादी नहीं कर सकती। Я не могу выйти замуж? Нилу. नीलू तुम कहीं मेरी वजह Нилу, से तो ты случайно не из-за меня? Нет, сестра. तुम्हें मेरी वजह से दुख Ты हुआ। страдала из-за меня. राज सच कहता था। Радж был прав, возможно. मैंने ही शायद तुम्हारा Я सिंदूर хотела नोच कर अपने покрасить मांग में भरना चाहा। свой пробор твоим синдуром. मुझे माफ Прости меня, сестра. Нилу. मुझे जाने दो। Позволь мне уйти, Кайлаш. Не останавливай меня. Мне нужно идти. Нет, господин Бахадур, вы не можете пойти. राज, Но Радж мой единственный сын. मेरा इकलौता Он बेटा сейчас в इस таком положении. और मैं आपकी अपनी А हालत я... अच्छी नहीं। Вы нездоровы, вам необходим आपको पूरे отдых. आराम की जरूरत है। Я вызвал доктора वहाँ मैंने Юсуфа. डॉक्टर यूसुफ को बुलवा भेजा। Он राज की проследит देखभाल за में कोई Раджем. कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं जो जाना चाहूँ, А если я आप इस пойду? हालत में सफर नहीं कर Вы सकते। не можете вставать в таком राज положении. अगर इस काबिल हुआ तो Если डॉक्टर Раджу यूसुफ से станет मिल आए। лучше, доктор Юсуф привезет его сюда. मैं खुद राज के पास जाता Я сам мог привести сюда Раджа, но... लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी Я शादी знаю, को что ты है। собираешься жениться на Нилу. कैलाश, Кайлаш, तुम तो दोस्त थे ना राज के। ты ведь друг Раджа. चंद दिन भी इंतजार Разве ты не मог подождать मुझे राज ने немного? मजबूर किया है। Сам Радж заставил меня. मैं अपने Рай दिल के Бахадур. हाथों मजबूर नहीं Я हुआ, совсем राय не хотел этого. बहादुर। राज ही चाहता था ये काम Сам उसे Радж काम хотел नहीं увидеть это своими глазами. कर- मैं इनकार न कर सका। Я не смог отказать ему. Кайлаш. जी राय बहादुर, Да, Рай Бахадур. मुझे माफ करना। Прости меня. मैं कुछ और ही समझा। Я подумал совсем другое. आप तो क्या, Не सारी только दुनिया вы. कुछ और समझे। Весь мир не поймет. लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं। Но мне нет до этого никакого дела. मुझे ख्याल है तो सिर्फ Я राज, думаю только о Радже. जो राज ने किया है वो कोई और Больше никто не способен на это, кроме Раджа. То, что сделал ты, тоже больше никто не может сделать. राज, Радж. Сын мой.
Я сбежал из санатория из-за тебя, доктор. А ты приехал сюда. Когда увижу Кайлаша, тогда спрошу. Пурандада. Пурандада. Что, господин? Почему играет флейта? Это свадьба одного рабочего. Жених и невеста пришли просить вашего благословения. Я сказал, что... Я хочу увидеть их, Пурандада, позови их. Благословляю вас. Будьте счастливы. Пусть исполнятся все ваши желания. Какое сегодня число, Пурандада? 11 декабря. 11 декабря. Значит, осталось только 2 дня. Мне нужно поехать в Рива. Мне нужно в Рива. Пурандада. Мне нужно в Рива, Пурандада. Зачем ты хочешь ехать туда, господин? Послезавтра свадьба Нило. Кайлаш хочет соблюсти старые обычаи. Говорит, что женится на земле своих предков. Отвезешь меня в Рива? Ты не можешь ехать, Радж. Твое самочувствие, я знаю, очень плохое. В санатории я говорил вам, доктор, что не в моих силах решить, когда я умру. Но где я умру, я могу решить сам. Пурандада. Пришло время этого письма. Отправьте его по почте. अपने बीमार गम को देख ले, हो सके तो तू हमको देख ले, तूने देखा न होगा तूने देखा न होगा ये समा कैसे जाता है दम को देख ले, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम दिहारा, बदनाम न हो प्यार। Это станция Сатна? Еще далеко, господин. Я обещал тебе, Нило, что обязательно приеду встретиться с тобой. Жизнь — это странная гонка. Я еду к тебе, а смерть бежит за мной. Посмотрим, кто будет первым.
Нужно было отправить телеграмму отцу Раджа. Скажите, доктор, он доедет до дома? Как вы думаете? Может быть. Не волнуйся, Пурандада. Я не умру в поезде. ये बहू जी के पास ले जाओ Отнеси это дяде. Чандра, что ты стоишь? Пойдем. Я не хотел покрасить пробор Нилу пылью, поэтому играл этот спектакль. Об этом знает только мой отец, Кайлаш и Пура. Это было моим секретом. Сегодня я раскрыл свою тайну и тебе. Обещай, Чандра, что не расскажешь Нилу. Пусть она всегда считает, что Радж был очень плохим человеком. रीवा चलोगी Отвезешь меня в Рива? मैंने कहा Я спросил, отвезешь меня в Рива? रीवा चलोगी Отвезешь меня в Рива? В это время? Да. पागल मालूम होते हो Ты что, с ума сошел? क्यों Почему? को उसका सफर 7 миль езды. जंगली जानवरों का И к тому же есть опасность встретиться со зверями. सोचा बाबू Иди переночуй в комнате отдыха. Завтра отвезу тебя туда. Откуда у меня столько времени? पैसे दूंगा Я заплачу. पैसे तुम दोगे Заплатишь ты, а смерть придет от Бога. मौत तो मेरे साथ Смерть साथ आ रही следует за мной. है। देखिए कौन पहले पहुंचता है। Посмотрим, кто приедет первым. चलोगे Поедешь? चलोगे Что ты сказал, господин? Поедешь? Конечно, господин. Куда скажете, туда и поеду. Господин. देखो Поехали быстрее. Если мы приедем вовремя, वक्त पर पहुंचा я буду молиться за тебя. Я прожил 25 лет и прошу, у тебя только одну ночь. जिंदगी Дай мне जिंदगी मैंने तुझे только одну ночь. बस तुझसे एक रात Только और одну, एक रात दे दे последнюю. पागल मालूम होता है Не окажись так, что этот ненормальный отнимет у меня деньги, как только приедем. नहीं छीनूंगा Не отниму. बैठ जाऊं Садись. सुन लिया बाबू Ты что, все слышал, господин? मैं पागल ही हूँ। Конечно же, отвезу पागल को रीवा этого сумасшедшего в Рива. मुझे वहाँ बहुत जरूरी Мне нужно обязательно быть там. चल बेटा ले Конечно, господин. Поехали. छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी
शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। राज, Радж! राज, Радж! मेरा तो दिल Радж! निकल गया। Я так испугалась. Ты в порядке? Нилу, ты здесь. मैं तो खुद तुम्हारे पास Я сам ехал к тебе. कैलाश, Я хотел благословить тебя и Кайлаша. कैलाश, Кайлаш, а? мама, ये क्या किस्सा? что здесь происходит? पागल हो गई नीलू? Нилу, что ты делаешь? वही जो हर То, что делает каждая замужняя женщина. Нилу ничего не знает. आप तो समझदार हैं। Но вы ведь все понимаете. कैलाश, तुम तो जानते हो। Кайлаш, ты अब ведь все नीलू भी знаешь. जानती है। Нилу тоже знает. Я не смогла промолчать. फिर भी नीलू तुम, И несмотря на это, नीलू, Нилу, नीलू मैं जानबूझ के ты, तुम्हारी माँ Нилу, की я не хотел चिता- покрасить चिता твой की пробор राख своим में пеплом. मेरी सेवा सफल Если я буду заботиться о तो тебе, शायद ये चिता की राख возможно, से пепел станет синдуром. मुझे आशीर्वाद दो माँ। Благослови меня, мама. Нилу. लेकिन हाँ राज, Но, Да, Радж. कैलाश तुम कैलाश, आज से ты- हजारों बरस पहले 1000 лет назад Савитри спасла от рук смерти Сатьявана. ऐसा भी हो सकता है। И сейчас такое тоже возможно.
जशोदा दी तो हर कन्हैया कैलस जुलुम बड़ी जो मैया जशोदा दी तो हर कन्हैया कैलस जुलुम बड़ी जो यमुना किनारे कान्हा बंसी बजावे साँझ सवेरे वो सब सखियन में कन्या भरन को गैली जमुना मैया जशोदा दी तो हर कन्हैया कैलस जुलुम बड़ी जो हम सबसे कैलस छिड़खानी बलिया कैलस मरो हम सबसे कैलस छिड़खानी बलिया कैलस मरो कलो जशोदा अपने लाल को सुनो हरदिया मैया जशोदा दी तो हर कन्हैया कैलस जुलुम बड़ी जो मैया जशोदा दी तो हर कन्हैया कैलस जुलुम बड़ी जो राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे कृष्ण Роли озвучивали Нина Лунева, Виталий Петров, Александр Быков. Фильм озвучен на студии «Амир» в 2009 году.